Запуганный Шерман жил с агрессивным псом, и множество шрамов на его морде говорят обо всем, через что он прошел. Вместо того, чтобы как-то помочь ему, хозяйка решила, что лучшим выходом из ситуации будет усыпить слабого пса. В доме своего хозяина шестилетний метис питбуля по кличке Шерман жил с агрессивной собакой. Оба пса были не кастрированными, и драки между ними случались с печальной регулярностью. Вся морда Шермана была покрыта шрамами, и, по словам сотрудников приюта, куда он попал, несчастного пса часто били. Хозяйка Шермана, вместо того, чтобы помочь собаке или кастрировать его, бросила его в приюте и, самое печальное, подписала документы на срочную эвтаназию. Усыпить, но не помочь – это показалось ей самым легким решением. Невинный Шерман оказался в клетке приюта. Одна из сотрудниц приюта решила вмешаться. Она настаивала на том, что бедный пес заслуживает шанса, и попросила у руководства немного времени, чтобы найти для Шермана место в каком-нибудь центре спасения. Маргарет Фрейзер из Организации защиты животных ЦРИСП в Чикаго расплакалась, когда услышала историю Шермана. Она приехала навестить пса, и вместе с неравнодушными сотрудниками приюта они начали придумывать план спасения питбуля. «Этот пес удивительный», – рассказала Маргарет. Когда мы приехали к нему, он залез ко мне на колени и облизывал заплаканное лицо. Тем временем, команда неравнодушных сотрудников искала для пса подходящий центр спасения. Но многие из них были заполнены или не принимали питбулей. Время шло, ведь вскоре Шермана должны были усыпить. Пока группа искала для него место, он успел заболеть чем-то, похожим на пневмонию. Из-за болезни риск того, что его усыпят в ближайшее время, возрастал. После 2 недель беспокойного поиска, место для песика было наконец найдено, его согласился взять Центр спасения для питбулей. Настрадавшегося Шермана освободили от страшного приговора. Когда Маргарет забирала песика из шумного приюта, он сам не мог сдержать радости, облизывая ее лицо. Столько счастья в этих собачьих глазах. Спасению Шермана была счастлива и неравнодушная команда, которая решила дать ему шанс. Почти сразу для Шермана подыскали семью для передержки, пока ему не найдут новый постоянный дом. Временные хозяева рассказали, что Шерман не особо активен, а предпочитает полежать на диванчике, но они все равно обожают этого очаровашку. У собак можно поучиться тому, как оставаться жизнерадостным в любой ситуации. Кажется, вместе со своими спасителями Шерман до конца верил в лучшее. И по-настоящему заслужил его.